Всем привет! Настала жаркая пора отпусков и, как оказалось, водных баталий. Сегодня разберемся, почему не качает гидрофор Jet 100A от компании Omnigena. Для начала выполним несколько процедур, которые, вероятно, могут исправить проблему. Первым делом проверьте давление в камере за мембраной. В нашем случае оно оказалось нулевым. Очень частой проблемой бывает то, что вода из подводящей трубы ушла обратно в скважину, и насос не в состоянии поднять ее обратно. Поэтому ему нужно помочь. Открутите подводящую трубу и залейте туда необходимый объем воды, чтобы помочь насосу создать первое давление. Закройте рукой горловину, а сам насос включите в сеть. Держите руку до тех пор, пока не почувствуете создавшееся давление. Затем отпустите ее и наблюдайте выход воды. Так повторите несколько раз. В моем случае вода так и не начала нормально фонтанировать, значит придется заниматься ремонтом гидрофора. Для этого придется снять реле давления. Откройте его и сфотографируйте расположение подключенных проводов. Это поможет вам восстановить подключение. Далее будут заменены обратный клапан, крыльчатка насоса, а также разберемся, почему отсутствовало давление в воздушном аккумуляторе. Для начала отделим голову насоса от самого мотора. Для этого придется выкрутить 4 болта по периметру. Головкой на 14. Сильных повреждений нет, за исключением налета и мелких сколов. Не потеряйте уплотнительную резину между головой и мотором. Крыльчатка, хоть местами ржавая и со следами налета, все же была еще пригодна к эксплуатации. Единственное, был заметен незначительный люфт. Чтобы открутить фиксирующую гайку на валу, необходимо снять защитный кожух вентилятора. И, собственно, сам вентилятор, поддев его любым тонким инструментом. Теперь вал можно зафиксировать ключом, а саму гайку открутить головкой. Картина страшная, но не критичная. Все вычищаем и готовим к установке новую крыльчатку. Вот она, хорошо вращается и не люфтит.
Теперь самое время разобраться с отсутствием давления в воздушной части гидробака. Во фланце обнаружилось проржавевшее отверстие. Но оно не могло стать причиной отсутствия давления, поэтому фланец придется снимать, чтобы осмотреть мембрану гидроаккумулятора. Мембрана очень сильно раздута, а в самом гидробаке оказалась вода, что при условии целой мембраны исключено. На мембране обнаруживаются множественные трещины, которые стали причиной падения давления. Ее мы меняем на новую. А вот с фланцем я решил еще побороться. Замочил его чистящим средством, чтобы протравить ржавчину. А само отверстие решил запаять газовой горелкой, кислотой и припоем. Также прошелся по всем крупным раковинам, чтобы исключить в дальнейшем сквозную ржавчину. Ну и вот наш результат после шлифовки. Собираем гидробак в обратной последовательности. Давление он теперь держит как положено. Осталось произвести необходимые регулировки давления большой гайкой для регулировки уровня давления, а малой для смещения диапазона. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.